Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня теплые, интересные, красивые следочки. Подписываемся, чтобы не забывать, что есть такой канал на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм. Вяжем вместе со мной тепленькие, уютные следочки из остатков пряжи. Как правило, пряжи уходит грамм 50, не больше того. Вот. Такой вот тепленький, двухцветный, интересный следочек. Посмотрим. Берем любые ниточки, которые у вас есть, остатки, которые вам хочется извести. Набираем 5 воздушных петель, 5, замыкаем в кольцо и в кольцо вяжем 11 столбиков, 3 воздушные петли, это тоже столбик, 11 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Провязали 11 столбиков. Самый первый делаем соединительный столбик. И теперь задача у нас такая. Нам нужно провязать из 11 столбиков 22. То есть в каждом столбике мы провязываем по 2 столбика. А потом из 22 нам нужно сделать 44. То есть опять в каждом столбике провязываем по 2. Раппорт узора у нас 4 столбика. Получаем 44 на выходе. Вот таким образом. 1, 2, 1, 2. Одиннадцать набрали, 22 связали, 44. И 3 рядочка вяжем просто ровненько. Вот такой мысок должен получиться. Провязали 11, в каждом провязали 1, 2, и в следующем каждом столбике по 2. Получаем 44. 3 рядочка после этого вяжем. Так, если вас обману, тут 1, 2, 3, 2 рядочка получилось, да? Да, хорошо. 2 рядочка вяжем по 44 столбика и потом вывязываем такой симпатичный узорчик. Провязали наш мысок. Теперь начинаю вязать узор. Узор достаточно простой, но и симпатичный. 3 воздушные петли в это же место, в этот же столбик. Второй столбик провязали вместе. 1, 2, 3 воздушные петельки. И в этот же столбик еще 2 столбика. То есть мы вяжем 2 пышных столбика. Между ними 3 воздушные петельки. Все, узор закончен. Теперь подключаем вторую ниточку и вяжем точно так же. Чередуем белый цвет и наш основной зеленый. Все. Ниточку присоединили. Пропускаем 1, 2, 3 столбиков в 4. Провязываем 1, 2 столбика вместе. 1, 2, 3. И в этот же столбик еще 2 столбика. У нас получается с вами вот такие пышные галочки, я бы так сказала. Подтягиваем зеленый цвет с той стороны. Меняем на зеленую ниточку. Белую убираем. 1, 2, 3. И продолжаем. 1, 2, 3. Ниточку, которая вот у нас другого цвета, мы тянем поверху, а в следующем ряду, когда будем провязывать, мы будем провязывать все вместе. Что все вместе? Узорчик наш. И ниточка не будет видна с обратной стороны. Вот. Меняем белую. То есть в следующем ряду, смотрите, наша белая ниточка, которая вот здесь вот у нас есть, она будет провязываться вместе с воздушной арочкой, и ее не будет видно. Вот сейчас она пока есть. В следующем ряду мы вот так будем провязывать, и никаких ниточек у нас не будет. Чередуем вязание.
но в шахматном порядке. Смотрите, следующий ряд у нас будет, вот первый ряд, зеленое-белое, а в следующем ряду над зеленой будем вязать белую, зеленую и вот так чередовать. Вяжем мы таким образом на всю длину стопы до пяточки. Пяточку вяжем раздельно, покажу как. А пока вяжем вот таким вот несложным узором, простеньким, симпатичным. Меняем зеленый, белый, зеленый, белый. Довязали ряд до конца. Присоединяемся в зеленую нашу галочку. И не забываем, даже, наверное, не так надо сделать. Смотрите, что вот у нас зеленая ниточка, она нам нужна. Давайте мы вот так зеленую сначала присоединим, чтобы она у нас была на заднем плане. А теперь возьмем белую. Зеленую убираем и меняем цвет. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть наша задача, чтобы у нас получилось все аккуратно, нигде ниточки не выглядывали. Зеленую теперь подхватываем. Что я хотела показать. Вот смотрите, у нас с обратной стороны зеленая, и мы вяжем зеленую. Так, тут ниточка тут начальная попадается, чтобы она не попадалась. А зеленая, которая у нас там была в протяжке, да, мы ее провязываем, чтобы ее не было. Раз, два, три. Вот. И тогда получается все аккуратно. С обратной стороны у нас протяжек не будет. Вот. Мы ее провязали. Точно так же сейчас белый цвет поменяли. А у нас здесь протяжка белая. Вот она. Мы вместе с воздушными вот так вот подхватываем петельками протяжку и провязываем 1, 2, 3, чтобы со всех сторон все было красиво и аккуратно. Это важно, потому что когда мы с вами начнем вязать, довяжем до пяточки и начнем вязать поворотными рядами, нужно, чтобы все было красиво везде. Вот такая красота получается. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядочков. Но опять же, это же на какой размер? У меня размер 36. Вот. Если размер больше, просто вяжем больше. Довязали, померили до пяточки. И уже в центре 3 узора оставляем. И вяжем туда и обратно. Точно такой же наш узор, просто туда и обратно. Как мы начинаем вязание, да, узора. Довязали, допустим, зеленый цвет, поменяли на белую ниточку, разворачиваем вязание и начинаем вязать также со сменой ниточки, вкалываем в центр. 1, 2, 3. В принципе, все так же мы и делаем. 2 столбика, 2 воздушные. Соединяем зеленый цвет, белый убираем, вяжем зеленый. Вот, то есть никаких таких изменений нет в круговую или не в круговую вязать. Особо нет. У меня пяточка 7 рядов. Вот сейчас 7 ряд, последний. Опять же, надо все измерять по своей стопе. У нас уже она у всех разная. Вот. Меняем белый цвет. И довязываем. Провязали рядочек, поменяли зеленую ниточку. И белую можно отрезать. Белая нам не нужна. Но, конечно же, при условии, чтобы вы померили пяточку. И пяточка у вас прям хорошая. Сейчас так закрепим белый цвет. Смотрите, теперь померили, сложили. И
зеленым цветом, белый мы оставим, зеленым цветом нам нужно будет сшить столбик без накида. В центр 1 столбик без накида, 2, а там, где пышный столбик, просто прокалываем его насквозь и провязываем. Опять пышный столбик прокалываем, а там, где у нас арочка, провязываем арочку с одной стороны и с другой. Пышный столбик прокалываем с одной стороны, со второй, а там, где арочка, провязываем 1 и 2. Вяжем в одну сторону и в другую. Прошили, выворачиваем вязание. У нас вот ниточка остается ровно по центру. Делаем воздушную петельку и обвязываем полустолбиками между вот в эту арочку полустолбик и за сам столбик. Вот. Опять арочку и за сам столбик, чтобы было не сильно широко и не сильно узко. Полустолбиками я предлагаю обвязать 2 рядочка. Вот, за арочку и за сам столбик. Вот такое вязание получится. И в итоге у нас получится вот такое вот обвязывание. Оно немножко присбаривает. За арочку, за столбик, за арочку, за столбик. И второй ряд точно так же. Ниточку отрезаем, получаем вот такой симпатичный следок. На ножке он интересно смотрится. Можно с цветами поиграть. И плотненько, за счет того, что двойные у нас столбики. И симпатично. Как вам идея? Надеюсь, понравится, как и мне. Будем утепляться, делать подарки родным и близким и вязать в свое удовольствие. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео было полезным. Подписываемся на все мои каналы и вяжем вместе со мной. До новых встреч!